Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же за знакомая незнакомка пожалует в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личную консультацию, либо сделать диагностику на наявность негатива, телефон под видео. Итак, смотрим, в какой энергии находитесь. Знаете, у вас сейчас проигрывается вот именно финансовая сторона вашей жизни. Это то единственное, чем вы живете. Вот скорее это дом-работа, нет такой какой-то активной жизни, да. К женщинам очень довольно такое настороженное отношение. Все из-за того, что у вас была в вашей жизни дама, которая, отбила охоту вообще заводить какие-либо отношения. Я имею в виду серьезные отношения. Да, романить-то вы можете, конечно. Вы вообще такой довольно активный человек. Может проигрываться либо же работа связана с поездками, да, возможно, есть машина у кого-то, за рулем ездите. Вы человек, который может совершать периодически, такие довольно импульсивные поступки. Вы можете сорваться, помчаться на край земли, да, вот если того потребует ситуация. Вы из тех людей, которые могут и среди ночи помчать, если нужна помощь кому-то близким, либо же друзьям, да. Вы не особо такой домосед. Я не могу абсолютно назвать вас домоседом. Но вот единственное, что немножко меня настораживает, вот вы все еще как-то вот живете прошлым. Вот живете прошлым, давайте, с чем это связано. Это связано, конечно же, с той женщиной, которая была, с которой вы расстались и которую вы любили. Это женщина, с которой вы довольно конфликтно разошлись, вы не остались друзьями. Хотя вы пытаетесь и сейчас как-то вот потихонечку налаживать отношения, у кого-то, может быть, ради детей, там каких-то еще нерешенных вопросов, но особой охоты общаться с ней у вас нет. Здесь еще проигрывается ситуация, когда вам хочется, знаете, вот пожить какой-то период для себя. Да, вот романы некоторые крутят, причем вовсю. Но опять же, это все не то. Это, чисто, знаете, такое маленькое развлечение. Опять же говорю некоторые, потому что это общий расклад. Далее. Те из вас, которые, не любят крутить романы, скажем так, вы, знаете, вот имеете вроде бы так и надежду небольшую на то, что, может быть, когда-нибудь еще будет семья. Но для вас это почему-то кажется вот, из области фантастики. Плюс, опять же, может проиграться, что вы почему-то считаете, что на вас есть либо же порча, либо же что-то вам сделано, что вы не сможете устроить свою личную жизнь. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот именно почему-то очень сильно вы можете заморачиваться по поводу магии негативного воздействия. Могут некоторые из вас обвинять свою бывшую женщину, там, либо же тещу, что они что-то там магичили, да, что-то они делали. Есть такой момент, и вы можете их, кстати, даже обвинять в том, что вы из-за них не можете, никак устроить свою личную жизнь сейчас. Вы человек очень семейный. Опять же, это у нас довольно часто, да, вот в сигнификации выпадает, вот кто меня смотрит. Знаете, я могу сказать, что меня радует, что мой канал смотрят, довольно серьезные мужчины и разных статусов, да, я это прекрасно понимаю из ваших комментариев. И, по вашим рассказам, когда вы мне звоните, да, вот на личные расклады, когда мы с вами беседуем о жизни, о том, о сём. Меня радует то, что для вас семья – это приоритет. Вот семья для вас – это такая ценность, которую невозможно заменить никем и ничем. Есть люди, которые, знаете, вот как-то друзей ставят на первое место, кто-то ставит работу на первое место, у кого как. У вас же на первом месте всегда была, да, в принципе, и есть именно семья и дети.
У кого есть дети, вы настолько, вот я бы сказала, что, ну, фанатичный, наверное, отец, ну, в хорошем смысле слова, да, вы настолько вот всегда уделяли даже детям, старались, по крайней мере, уделить все свое свободное время. Либо же поиграть, либо же куда-то сходить, да, ну, то есть как-то провести время, да, даже мультики посмотреть вместе, и то это вам было в кайф, вот именно с ребенком. Те же из вас, у кого нет пока детей, да, вот, ну, не сложилось так, не срослось, я вам скажу, что вы тоже, вы патологически будете суперским отцом. Вы и сейчас, вот пока у вас нет детей, вы настолько мечтаете, вы даже можете в гостях, допустим, играть, у кого есть малыши, вы можете с детьми играть, да, и вам говорят, что вы будете суперским папой. Напишите, есть такой момент или нет. Но в то же время снова вы выпадаете у нас в раскладе, да, вот именно в сигнификации вы выпадаете императором. Император это говорит о чем? Я думаю, вы уже немножко изучили, кто смотрит мои расклады. О том, что вы человек, который любит стабильность во всем, о вашей серьезности, о той же самой серьезности насчет семьи, о которой я только что рассказала. Вы человек, который, в принципе, любит держать все под контролем, и не только дома, но и на работе. У вас должен быть везде порядок. Вы, ну, такой, может быть, даже патологический чистюля, даже в этом плане. Есть, знаете, такой педантизм. Некоторые считают, что это тараканы в голове, у кого там такой пунктик, чашечка на своем месте, ложечка на своем месте, да, ну как-то так людьми со странностями считают таких людей, но это просто педантизм, это своего рода, ну, я думаю, это привито из детства, это еще ваши родители вас таким воспитали. Может проигрываться, что женщины вам наоборот попадались, ну, довольно неряшливые. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вас бесит со страшной силой, когда женщина в чем-то неопрятна, тем более, когда это касается ее внешности. Это вообще трэш, когда касается нижнего белья. Бывает, знаете, случаи, когда мужчины, допустим, ну, даже познакомиться с женщиной для романа пусть. Женщина раздевается, и мужчина видит, что, ну, оно, ну, мягко говоря, не свежее, да, с разными пятнами, там, с выделениями и так далее. Но это просто трэш, да. Казалось бы, ты пришла на свидание к мужчине, да, да елки-палки, одень хотя бы какое-то праздничное белье, праздничный комплект. Вспомнила по этому поводу шутку. Знаете, вот у мужчин, вот белье, да, вот говорят, вот труселя и труселя, вот на все случаи жизни. У женщин трусы будни, для будней, трусы праздничные, трусы выходные, трусы для критических дней, трусы на свидание. Ну, то есть, понимаете, мы в этом плане очень разные. Поэтому, когда вы видите женщин неопрятных, у вас просто, ну, я не знаю, закипает все внутри. Это точно не для вас, такие женщины. Я думаю, даже вот когда вы жили вместе, у кого была такая женщина, у вас даже конфликты возникали из-за таких ситуаций, вот именно неряшества. Знаете, вот у вас был период в жизни, у кого-то сейчас он может быть, добровольное такое, ну, отторжение вообще женщин. Вот я сказала вначале, да, что есть некое такое настороженное отношение к женщинам, но у кого-то из вас может проиграться, что именно, хотя, кстати, ребятушки, барабанная дробь, у кого-то может проиграться, что сделано на одиночество. Будьте осторожны, либо же на диагностику записывайтесь. Либо же здесь может быть магия на одиночество, либо же это такой, ну, добровольный уход, да, от женщин. Ну, уход в каком плане, да, вот отшельничество такое по типу домработа. Такой период тоже либо же был в вашей жизни, либо же сейчас у кого-то, смотря когда вы разошлись. Но опять же, здесь может проиграться, ух ты, у нас даже 2 десятки такие.
Здесь может проиграться как раз такой период вот после потери семьи, после потери ваших отношений. Вот такой добровольный уход, да, когда не до женщин было. Это однозначно. Итак, давайте будем смотреть, что же за знакомая незнакомка все-таки появится в вашей жизни. Я не могу сказать, что эта женщина очень так близко к вам. Периодически вы с ней пересекаетесь. Это может быть по работе, да, вот может быть там кто-то поедет в командировку, кто-то еще там, я не знаю, филиалы там, ну это я утрирую, да, ну то есть вы периодически, может быть и не по работе даже вы пересекаетесь, но то есть вы с ней не очень часто встречаетесь. Может быть даже в компании у кого-то проиграется. Эта женщина очень яркая. Она, ну, такая моложавая довольно, может, даже скорее моложе вас она будет. Я думаю, это будет брюнетка, скорее всего. Она очень интересная, она яркая, она такая, знаете, очень веселая. Если брать вот в компании такую женщину, во внимание если брать, да, вот она всегда выделится. Она всегда такая веселушка-хохотушка. Она очень легко ко всему относится, она ни о чем не заморачивается. Ну, в принципе, говорят, таким людям легче жить, да, которые ни о чем не заморачиваются. Но опять же, смотря как посмотреть. Есть моменты в жизни, когда, ну, нужно иногда заморочиться. Она довольно неплохо одевается. У нее хорошая фигура, она за собой следит. Она очень страстная любовница и любит страстных мужчин. Я не скажу, что она прям перебирает мужчинами, что она гулёна, нет. Но с вами, вот когда вы общались, она тоже так глаз ваш немножко зацепила, именно внешностью. Так, что же еще нам поведают? Я вам скажу, что даже у некоторых из вас может проиграться тот момент, что когда вот вы с ней общались, вот она вам понравилась внешне, даже у некоторых могла возникнуть мысль, что вот бы с такой закрутить романчик. Так тоже может проиграться. Но, кстати, тогда, на тот момент, она вас как-то так то ли деликатно могла отшить. Ну, то есть, ну, даже не то, чтобы отшить. Ну, дала понять, что она не хочет никаких ни романов, ничего. Потому что мог проиграться и флирт, да, что вы как-то вот пытались, ну, скажем так, глазки ей построить, да, хотя это и женщины обычно строят глазки. Но вы попытались клинья к ней подбивать, она вас мягко отшила. Давайте посмотрим, почему она отшила вас. На тот момент она была, ну, не в том настроении, чтобы романить. У нее было разбитое сердце, у нее был, ну, такой довольно сложный развод, либо же разрыв с мужчиной, который она очень тяжело переживала, поэтому на тот момент, вот когда вы особенно часто пересекались тогда, ну, как-то ей абсолютно не до других мужчин было. Она не гулящая, еще раз говорю, хоть она и яркая, хоть она и нравится мужчинам, она очень интересная, да, она интересная собеседница. Но вот она не будет так на первого попавшегося вешаться, там, клевать, да, нет, это не про нее абсолютно. Так, что же она еще за человек? Она, посмотрите, она так же, как и вы, она семейно ориентированная. Но опять же, смотрите, у нее довольно такой, может еще проигрываться, довольно вспыльчивый характер. Но чтобы она вспылила, это нужно ее зацепить хорошенько, знаете, либо же так сиронизировать, что-то, какую-то колкость сказать, тогда да, тогда она вспылит. Она не будет лезть на рожон. Это не значит, что она там со всеми ссорится по поводу и без повода. Нет, в этом плане нет. Она ориентирована на семью, она давно мечтает о семье, но вот как-то с мужчинами ей не очень везет. Вы ей, в принципе, нравитесь. Но вот единственное, что, да, вот когда вы к ней начали подкатывать в свое время, когда вы просто общались, ну, было не то настроение, ничего не хотелось. Вы это должны прекрасно понимать, потому что вы сами это все пережили в свое время. Кто-то, может быть, сейчас переживает.
Она, если будет сходиться с мужчиной, то это будут именно серьезные отношения. Это должен быть мужчина, который стоит плотно на ногах, который обеспеченный, ну, который может ей дать необходимый, ну, тот же комфорт, да. Я вам скажу еще такую вещь. Это касается вообще в общем женщин. Смотрите, когда женщина, ну, каким-то образом при знакомстве с мужчиной прощупывает, что есть у мужчины, да, какая зарплата, где он живет, да, ну, то есть вот эти все моменты, может показаться сразу вам, что женщина корыстная. Так вот, я вам объясняю просто это чисто психологически. Женщины, ну, просто инстинктивно, да, вот они должны заботиться о будущем отце, да, о своем потомстве. Женщины выбирают мужчину сильного, надежного, который сможет обеспечить ее потомство. Я уже не раз рассказывала, что женщины чувствуют сильного мужчину, за которым можно быть за каменной стеной, который может дать тот комфорт ей и будущим детям. Это срабатывают чисто инстинкты. Я сейчас не говорю о тех женщинах, которые целенаправленно ищут спонсоров. Сейчас мы не об этом. А вообще любая нормальная такая, ну, среднестатистическая женщина, конечно же, она будет узнавать, да, работает ли мужчина, да, там, сколько приблизительно он зарабатывает, да, что он может дать, если это, ну, планируются серьезные отношения. Конечно, женщина смотрит, ну, более так далекоглядно. По этому поводу и анекдотов масса уже придумали, да, мужчина там ей только смайлик, допустим, пришлет, а она уже мысленно за него замуж вышла. Но это такая шутка, но в этом есть доля правды. Вот женщины, когда с вами знакомятся, знаете, обычно это женщины смотрят далеко, в перспективу. Поэтому пусть вас это не удивляет. Я еще раз повторяю, я не говорю о тех, которые, ну, действительно такие прожженные, которые ищут спонсора, выгоду. Просто, ну, природа такая наша женская. Нам нужно, чтобы наше потомство будущее было под защитой, чтобы сыто, одето было, чтобы было жилье и так далее. Поэтому пусть вас это не пугает. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же у вас будет с этой женщиной или не будет. Смотрите, вы будете с ней пересекаться еще не раз. Какой-то период ей нужно будет отойти от этого тяжелого ее разрыва. Я не скажу, что это будет в ближайшее время, ей реально нужно время для того, чтобы вот начать какие-то отношения. Да, по-дружески вы можете, там, где вы по работе, либо же, я не знаю, в магазине, может быть, кто-то пересекается. Вы можете по-дружески общаться, но только до того периода, когда она отойдет от своей вот этой башни, да, от грусти, печали, от тоски, потому что, ну, довольно тяжело ей было. Возможно, сейчас еще тяжело. Далее, чем больше вы будете с ней общаться, она вас зацепит. Вот зацепит, потому что, знаете, когда вы будете просто с ней, казалось бы, по-дружески общаться, она для вас откроется с какой-то другой стороны. Это могут быть какие-то, ну, неизвестные для вас факты из ее жизни, да, это могут быть просто разговоры о жизни, по которым вы поймете, что это, ну, та самая женщина, которую вы искали, что именно такую вы хотите, да, она вот именно станет вроде бы знакомая незнакомкой, то есть вы ее не знали с такой стороны. С одной стороны, да, вы сколько вот по-дружески там общались, а тут вдруг она открывается с другой совершенно ипостаси, так скажем, да. Эта женщина вас привлечет, помимо внешности, вот она вас привлечет именно своим то ли вот характером, своими вот рассуждениями, размышлениями. Плюс вам будет с ней, ну, в дальнейшем, да, когда вот ее грусть, печаль пройдет, вам будет с ней довольно весело. Вот почему-то мне напоминает это вот ребячество, да, вот как по молодости. Можно подкалывать друг друга по-доброму, да, вот дурачиться как-то, вот в шутку все переводить. Это будут отношения, которые начнутся из таких
легких, дружеских. Это даже сначала не отношения, это может быть, ну, на уровне «привет, пока, как дела?». Но это очень-очень постепенно будет развиваться и перейдет в более серьезные отношения. Вы на нее взглянете другими глазами. Вот абсолютно другими глазами. Она как-то станет вот именно, знаете, той самой королевой для вас. Это будет не сразу, это будет постепенно. Но она станет той женщиной, ради которой вам хочется жить, ради которой вам хочется творить. Причем я скажу, что вы вот как были таким вот человеком, который живет ради других, вы такими будете. Вы будете и для нее зарабатывать, вы будете в нее вкладываться, да? У вас есть очень большая вероятность, что вы будете не только в серьезных отношениях, но вы можете семью построить с этой женщиной. Поэтому думайте, анализируйте, что за такая знакомая незнакомка есть в вашем окружении, с которой вы вроде бы и общаетесь периодически, да? Я не скажу, что она где-то рядом там живет возле вас. Периодически вы где-то с ней пересекаетесь. Вы ее особо не знаете, но когда-то она вас зацепила и зацепит еще больше. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!